Друзья, всем привет! Скорее всего, я надеюсь, что лед тронулся и в скором времени украинские мужчины, которые находятся за границей, в том числе и в Германии, и в странах Европейского Союза, смогут заказать оформление заграничных паспортов и получить заграничные паспорта без приложения Резерв Плюс и без военно-учетного документа с QR-кодом. Если вам эта тема, друзья, интересна, смотрите это видео до конца, и вы будете разбираться в этом вопросе. Плюс я предлагаю вам подписаться на мой канал, потому что я отслеживаю самую последнюю информацию, самые последние новости и изменения в законодательство, связанные с украинскими беженцами и беженцами из других стран, которые находятся в Германии и в странах Европейского Союза. Итак, сейчас украинские мужчины мобилизационного возраста, которые находятся за границей, столкнулись с проблемой. А проблема заключается в том, что если у него заканчивается срок действия заграничного паспорта, этот мужчина после 25 апреля 2024 года для того, чтобы оформить новый заграничный паспорт в консульском учреждении Украины или в представительстве государственного предприятия ДП Документ, он обязан установить у себя Резерв Плюс, там пройти регистрацию, то есть стать на воинский учет, и в Резерв Плюс он должен получить военно-учетный документ с QR-кодом. И он приходит в консульство украинское, показывает этот QR-код, и тогда он на основании этого QR-кода может уже оформить заграничный паспорт, который там будет изготовлен через 3 месяца, и он его точно так же с этим QR-кодом может его получить. Но проблема заключается в том, что не все могут, во-первых, Резерв Плюс установить, пройти там регистрацию, потому что для того, чтобы пройти там регистрацию, нужно иметь ID-банк, а если человек прожил 20-30 лет за границей, вся связь потеряна с Украиной, у него даже мобильного телефона нету, не говоря уже о том, что у него банковского счета украинского нету, да, то есть ID-бан он просто не может сделать, то есть ему надо в Украину возвращаться. Соответственно, он не может Резерв Плюс получить, хотя человек 20 лет прожил, например, в Германии, и таких людей масса ко мне обращается. Плюс те, у кого удалось установить Резерв Плюс, зачастую это каждый второй получает сообщение уже в Резерв Плюс о том, что он не может получить QR-код на основании того, что там неполные у него учетные данные. И для того, чтобы ему установить учетные данные, да, возобновить их там, скажем так, обновить, ему необходимо непосредственно ехать в Украину, обращаться лично со своими документами, которые удостоверяют личность, в ТЦК по месту своей прописки в Украине, и там это все делать. Ну, понятно, что мужчина ехать туда не будет. Ну, и это сделано с одной целью, да, украинской власти такое постановление было принято. Мы прекрасно понимаем, чтобы затянуть и вынудить людей возвращаться в Украину. Но это не сработало. Об этом уже, я думаю, что украинская власть прекрасно понимает, что это не вынудит украинских мужчин возвращаться в Украину. Это понятно. Но, как я понимаю, что эта проблема уже вышла, да, на европейский международный уровень. Начали уже, скорее всего, обсуждать, потому что есть куча правозащитных организаций, люди жалуются на Украину, там подавали иски в Европейский суд по правам человека, я знаю, прошли 3 инстанции в Украине, подали в суд. Какой-то пошел фидбэк, и украинским властям, скорее всего, какие-то европейские чиновники сказали, да, может намекнули, может сказали, может приказали, не знаю, да, ну то есть какие-то разговоры велись. Подождите, ребята, вы же таким образом нарушаете права людей. Это есть нарушение прав человека. Я уже об этом снимал видео, сейчас повторяться не буду. В том числе и Конституции Украины. Что ж вы делаете? Ну, это уже выходит на, скажем так, на международный скандал. Потому что Лукашенко страны Европейского Союза считают диктатором, да, и он точно такое же постановление принял в 2000 году, еще до того, как Украина это приняла. И украинская власть приняла точно такое же постановление. Только Лукашенко принял касаемо всех граждан Беларуси, которые выехали за границу, да, они не могут там оформить паспорта, вот, да, свои. Вот. А это касается по половому признаку мужчины мобилизационного возраста. Поэтому пошли какие-то движения, видать, с европейскими политиками, и те указали Украине, что давайте, ребята, это все исправляйте. Вот так, я так думаю. И сейчас украинская власть пытается
какое-то найти решение, значит, этого вопроса в пределах действующего законодательства. В своем видео я уже рассказывал о том, что первым, кто об этом сообщил, о том, что украинское правительство работает над устранением препятствий в получении, в оформлении заграничных паспортов, значит, для мужчин мобилизационного возраста, которые находятся за границей. Об этом первый сообщил Чернышов, министр Министерства национального единства. Значит, он там в подробности не вникал, но он сказал, что скорее всего, значит, в ближайшее время будут внесены изменения в постановление Кабинета министров, и мужчины мобилизационного возраста смогут оформить паспорта заграничные в консульствах и в ДП документ без резерва плюс и без вот этого военно-учетного документа с QR-кодом. Кроме этого, там не какое-то определенное время, через неделю, об этом тоже сообщила в своем телеграм-канале заместитель руководителя офиса президента Ирина Верещук. Вот что она написала. Это пост был у нее от 18 марта 2025 года. Сегодня провела межведомственное рабочее совещание по вопросам воинского учета наших граждан за границей. Договорились, что Министерство обороны в недельный срок внесет проект постановления, согласно которого граждане в возрасте от 18 до 60 лет, находящиеся за границей, смогут встать на воинский учет без посещения ТЦК и без прохождения ВЛК. Сейчас это разрешено гражданам от 18 до 25 лет. То есть в отношении мужчин в возрасте от 18 до 25 лет это уже принято, это уже действует, да. Сейчас это хотят сделать для всех. Ну, это будет абсолютно правильно. И вот спустя несколько дней мы видим еще одну новость. Мужчины за границей смогут стать на воинский учет и получить паспорта в упрощенном порядке. Об этом тоже заявила Верещук, только уже журналистам, когда они у нее брали интервью, то есть украинским журналистам. И параллельно она у себя на страничке также написала в телеграм-канале. На рассмотрение правительства внесен проект изменений в постановление 932, упрощающий взятие на воинский учет украинцев за границей. Это позволит консульствам и отделениям ГП документ выдавать паспорта и другие документы десяткам тысяч граждан, которые находятся за пределами Украины. Ну и она там дальше благодарит Государственную миграционную службу, Министерство обороны и секретариату Кабмина за оперативную наработку нормативных изменений. Она говорит спасибо. Вот такая, друзья, ситуация. Поэтому я думаю, что раз пошло такое уже движение, то есть мы видим, один чиновник заявил, второй заявил, возможно, я надеюсь, что в скором времени, там через месяц, через два, эта информация подтвердится, и мы с вами увидим уже принятые Кабинетом министров изменения в постановление, которым будет отменено вот это требование украинским мужчинам мобилизационного возраста, которые находятся за границей, для того, чтобы они могли оформить свой паспорт заграничный для выезда за границу, да, иметь резерв плюс и военно-учетный документ с QR-кодом. Но пока мы с вами ждем, я думаю, что через месяц, через два, надеюсь, что это будет постановление принято и будут мужчины мобилизационного возраста, находящиеся за границей, восстановлены в своих нарушенных правах. Я думаю, что украинская власть исправит это нарушение, которое оно же допустило, приняв нормативный документ от 25 апреля 2025 года. Друзья, что думаете вы по этой теме? Пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях.